Все знакомые хозяйки уже переписали этот рецепт, потому что это невероятно вкусно. На горячую сковороду выкладываем сочный говяжий фарш, приправляем его солью и черным молотым перцем. Разбиваем хорошо при помощи лопатки все комочки, чтобы фарш обжарился равномерно и получился еще более сочным. Обязательно сохраните этот рецепт, он превращает самые простые продукты в невероятно вкусный ужин. Пока жарится фарш, нарезаем вот таким вот способом чеснок и отправляем его в сковородку к мясу. Он сразу начинает раскрывать свой пикантный аромат. Обжариваем буквально полминуты на среднем огне и сюда же добавляем мелко нарезанный лук. У меня лук-шалот, вы можете взять обычный желтый лук. И пока ароматный фарш доходит до готовности на сковороде, мы с вами мелко нарезаем пучок любой зелени. У меня петрушка, вы можете взять кинзу. И когда фарш уже полностью готов, в самом конце добавляем рубленую зелень. Перемешиваем и готовим еще буквально полминуты. И поделитесь в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Ну что, уже все хорошо обжарилось, фарш полностью готов. Вы не представляете, какой стоит аромат. Очень жаль, что экран не может его передать. Теперь берем одну большую тортилью или лаваш и аккуратно укладываем ее на небольшую сковороду. Щедро натираю на терке сыр прямо поверх лепешки. Вы сами знаете, что сыра много не бывает, поэтому трите побольше, получится очень вкусно. Сверху на сыр выкладываем половину нашей начинки из обжаренного фарша. Такой ужин исчезает со стола быстрее, чем я успеваю приготовить следующую порцию. И сверху на фарш натрем еще немного сыра. Сохраните этот рецепт, чтобы не потерять, он точно пригодится для быстрого ужина. И если попробуете приготовить, напишите в комментариях, как у вас получилось. Теперь накрываем начинку одной маленькой тортильей и смажьте края яичным белком. Можно смазать просто водой, совсем слегка. Вот так. Аккуратно подворачиваем края большой лепешки тортильи поверх маленькой. И у нас получается такая закрытая хрустящая тортилья. Начинка полностью находится внутри, поэтому ничего никуда не денется. Вся сочная говяжья начинка с сыром останется внутри этой хрустящей лепешки. Все уже готово, посмотрите, как это просто. Теперь аккуратно переворачиваем нашу лепешку швом вниз, кладем на сковородку, ставим средний огонь и можете добавить немного сливочного или растительного масла для красивой золотистой хрустящей корочки. И когда низ тортильи хорошо зарумянится, аккуратно переворачиваем. Вот так. Обжариваем с другой стороны. Давайте добавим сюда кусочек сливочного масла, чтобы получилось сливочно, ароматно и супер хрустяще, супер вкусно. Вот так. Это такая вкуснятина, друзья. Обязательно приготовьте. Вы будете готовить эту хрустящую лепешку буквально каждый день, потому что это просто такое чудо, от которого невозможно оторваться. Посыпаем сверху свежей мелко нарубленной зеленью. Можно добавить немного черного молотого перца. Давайте разрежем, посмотрим, какая она внутри у нас получилась. Попробуйте хотя бы раз приготовить фарш таким способом, и я гарантирую, что по-другому вы больше не будете его готовить. Посмотрите, как тянется сыр. Вкуснятина, нереальная. Друзья, фарш можно использовать абсолютно любой, я использую говяжий. Готовьте, подписывайтесь на канал и скоро увидимся!